Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что нельзя делать в воскресенье. Обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы знать, как правильно провести этот прекрасный и светлый день. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно этим видео поделитесь с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также узнают эту важную и ценную информацию. Итак, друзья, воскресенье находится под покровительством Солнца, которое дает нам энергию и побуждает к активности. И благодаря его влиянию многие добиваются успехов именно в этот день недели. Однако для этого дня существуют и определенные запреты. И народная мудрость нам подскажет, какие же дела приведут к новым победам, а от чего стоит отказаться, чтобы неприятности обошли нас стороной. Воскресный день вообще считается временем отдыха, когда принято набираться сил после трудовой недели и просто наслаждаться жизнью. Еще много лет назад для людей воскресенье считался особенным днем, ведь все члены семьи откладывали важные дела на потом и посвящали время друг другу. Согласитесь, в этом есть особая магия. Когда вы никуда не спешите, а просто общаетесь с близкими и морально расслабляетесь. Но, увы, наш мир настолько видоизменился, особенно за последние 1,5-2 года, что и рабочая неделя в корне трансформировалась. Сейчас все больше на задний план отходят стандарты труда. Суббота, как правило, и воскресенье уже давно перестали быть выходными у многих людей. Ну а что поделаешь, когда время все-таки деньги. И заказчики, и клиенты не в состоянии ждать, пока вы отдохнете, и им нужно все и сразу. Но хотелось бы все же покопаться в народных приметах и понять, какими же делами не стоит заниматься в воскресенье и чем все-таки это чревато. Наши предки на протяжении 6 дней упорно работали, а вот воскресенье посвящали Богу, ходили в церковь, молились и откладывали все домашние дела уже на понедельник. Не знаю, вот как в ваших семьях, но мои родители сохранили народные традиции, и я с самого детства знала, что в воскресенье мы отдыхаем, и убираться в доме лучше было в субботу. А вот моя бабушка часто мне говорила, работа в воскресенье – это грех. И она, видимо, что-то знала. Поэтому что же нельзя делать в воскресенье? Ну, во-первых, мыть полы. Уборка дома в воскресенье нежелательно, ведь этот день, когда мы должны посвятить себя своему духовному развитию. По народным поверьям считается, что мытье полов подразумевает собой не только борьбу с грязью, но и связь с нечистой силой. Именно в воскресенье дом наиболее открыт для потусторонней силы, которая вредит всем, кто нарушает традиции. Поэтому отложите мытье полов на другой день, если не хотите вымыть из своего дома всю положительную энергетику. В этом случае она, согласно народным приметам, переходит в руки злым духом. Желательно делать влажную уборку утром, как только появляются лучи солнца, в любой день, но все равно кроме воскресенья. Что еще нельзя делать в воскресенье, так это стирать. Стирку следует заниматься любой день недели, не откладывая ее на воскресенье. Иначе, согласно старинным поверьям, это может привести к проблемам со сном или даже к болезням. Но это касается прежде всего ручной стирки белья и одежды. В современном мире почти у каждой хозяйки есть машинка-автомат, которая позволит выполнить всю работу быстро и без каких-либо напрягов. Поэтому не запрещается прибегать к помощи техники воскресенья, если это действительно вам необходимо. Ведь порой помочь пожилым людям или болеющим родственникам со стиркой получается действительно только в этот день недели.
Что же еще нельзя делать в воскресенье? Это нельзя рукодельничать. В настоящее время, наверное, рукоделие, шитье, вязание является у многих людей, скорее всего, увлечением и хобби, а не работой. И хозяйки таким образом отдыхают и расслабляются, а весь процесс им приносит только удовольствие. А вот в былые времена рукоделие все-таки считалось домашней работой, поэтому ее также запрещалось выполнять в воскресенье. Люди верили, что связанная или сшитая одежда в этот день принесет болезни и беды члену семьи, который будет ее носить. Самой хозяйке дома рукоделие также не принесет ничего хорошего. У нее начнутся семейные проблемы и конфликты с супругом. Помимо этого, рукодельницу ждут проблемы с суставами, начнут болеть глаза и испортится зрение. Также работе помешает и невидимый хозяин дома, домовой. Он будет мешать при вязании и шитье, спутывая нитки. Они начнут рваться, а иголки и спицы выскальзывать из ладоней. Что же еще нельзя делать в воскресенье, так это готовить. Приготовление еды также считается запретным домашним делом в воскресенье. Ведь согласно поверьям, пища получится невкусной и пересоленной. Хозяйка во время работы обязательно поранится ножом или обожжется, а посуда разобьется. Также люди боялись, что, отведав блюда, приготовленные в воскресенье, они могут отравиться или даже серьезно заболеть. Если у вас в этот день намечен праздник и на столе должно стоять много различных блюд, лучше всего готовить их заранее, в пятницу или субботу. Но, конечно же, современный мир позволяет заказывать пищу в ресторанах и кафе с доставкой на дом. Что еще нельзя делать, так это гладить. Глобальная глажка белья запрещена в воскресенье, потому что домовому категорически не нравится вся домашняя работа в этот день, поэтому он будет изо всех сил вам мешать. Хозяйка может получить ожог от утюга или даже сжечь белье. И такая примета касается глажки большого количества вещей. И, конечно же, церковь позволяет выполнять такую работу, но если она необходима для помощи больным и немощным людям. Также разрешается, если надо погладить буквально 2-3 вещи к следующему рабочему дню. Остальную работу лучше закончить в другие дни недели. Все эти домашние дела желательно выполнять до наступления воскресенья. Оставьте этот выходной день для отдыха с семьей, духовного очищения и саморазвития. Если же ваш рабочий график этого не позволяет, то постарайтесь хотя бы не перегружать себя всеми делами в одно время. Также, что нельзя делать в воскресенье, это нельзя обрезать ноги на ногах и руках. Так вы сами себя лишаете здоровья и сил. Также в этот день, в воскресенье, не стремитесь затевать ссоры и скандалы. Придерживайте язык за зубами и, пожалуйста, не ругайтесь. Все-таки воскресенье – это священный день. Помните, по Библии нам даже Бог говорил о том, что воскресенье – это день, когда нужно отдать себе. Поэтому, пожалуйста, старайтесь уделить воскресенье именно своей семье, своему дому, побыть наедине с собой. Возможно, вы хотите в этот день пойти и отдохнуть, просто прогуляться по парку. Делайте это, не бойтесь, у вас одна жизнь. Если мы с вами будем каждый день мантулить, работать для того, чтобы заработать деньги, помните, все деньги мы не заработаем. А к концу своей жизни мы почему-то приходим опустошенными и понимаем, что мы гнались за тем, что, возможно, оно нам и никогда не надо было. Просто то общество, в котором мы с вами живем, оно нам начинает говорить, веять какие-то определенные мысли, цели, задачи, которые мы должны осуществить или сделать. Но надо ли это нам? Это еще под вопросом.